Здравствуйте. Московский водитель получает в среднем 2 штрафа в неделю. За 5 рабочих дней поездки по традиционному маршруту на работу с работы он обязательно попадает под ловчие видеокамеры. Профессиональный шофер, ежедневно работающий за рулем, получает штрафы через день. Москва устроена таким образом, чтобы можно было оштрафовать каждого. Поскольку водители лишены презумпции невиновности, на них не распространяется действие 49 статьи Конституции, вина автоматически считается доказанной. Чтобы сделать невозможным попытку опротестовать, фиксация инспирированного нарушения подтверждается фотографией без идентификации, без привязки к дороге, без четких меток, из-за чего никак нельзя доказать, что ехал по правилам и ничего не нарушал. Самый распространенный штраф – превышение скорости. Знак ограничения нарисован в Яндекс.Навигаторе и далеко не всегда находится на месте. В периоды штрафного обострения наказывают и за сам факт работы за рулем. В Москве несколько лет подряд на автобусных остановках ставили знаки «Остановка запрещена» и штрафовали водителей рейсовых автобусов за их повседневную работу. Водители пытались жаловаться, судиться, но проигрывали и платили штрафы за каждую остановку, в конце смены становясь рецидивистами. Такая же кормящая практика – штраф за неправильную парковку с последующей эвакуацией. Помимо негодяев системы Паркон, штрафы налагают пешие доносчики с мобильным приложением «Подонок Москвы». К истинному нарушению эти штрафы отношения не имеют. Наказывают всех подряд с особым удовольствием тех, кто ничего не нарушал. Просто забирают машину на штрафстоянку, а дальше жалуйся сколько сможешь. В стране штрафной экономики остаться неоштрафованным не получится. Проживание в стране платное. Пока живешь – платишь. Разница в том, что есть и те, кто действительно нарушают правила дорожного движения. Они знают, в чем виноваты, но их слишком мало, чтобы прокормить госаппарат. Поэтому широким неводом карают всех по принципу, описанному в басне Крылова «Волк и ягненок» «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Имитируя праведный гнев и жизнь по правилам, постоянно возникает очередной депутат, предлагающий вернуть советские талоны предупреждений и бальную систему, наказывая не за деяния, за количество нарушений в течение года, открывая дорогу к дополнительному наказанию только за то, что был слишком часто оштрафован. Но бальная система настолько непопулярна, что до сих пор ни разу не поднималась до уровня слушаний в Госдуме. Теперь к идее наказывать не за конкретный поступок, за обобщенную статистику по итогам года. Пытается вернуться общественная организация РСА – Российский союз автостраховщиков. Это структура профсоюз, почему-то наделенный карательными полномочиями. Чтобы предложение не выглядело как возвращение порочной советской бальной системы учет нарушений, оно замаскировано под новый способ назначения коэффициента бонус-малус. Бонус-малус – это награда за безаварийную езду, снижающая стоимость полиса ОСАГО. Те, кто ездил и ни разу не попал в ДТП, получают скидку. Когда большой водительский стаж и долгий безаварийный период, скидка становится максимальной, составляет 54%. За плохую езду с постоянными ДТП полагается наценка. Конечно же, она ни в коем случае не соотносится со скидкой и составляет 292%. Глава РСА Евгений Уфимцев предложил наказывать водителей с учетом штрафов ГАИ. Пусть ОСАГО стоит дороже не только для тех, у кого ДТП и есть страховые случаи, но и для тех, у кого ни одного страхового случая, зато есть штрафы. Ведь кого регулярно штрафуют, те плохие. Поэтому пусть их еще разок накажут не за правонарушение, а за статистику. Уфимцев предлагает пороговое значение. У кого меньше 5 штрафов в год, тому частный профсоюз продаст страховку со скидкой. У кого 20 штрафов, тем повышающий коэффициент, чтоб впредь неповадно было. Откуда взялись именно 5 штрафов? Как возникла идея, что у приличного человека штрафов может быть только 4 в год, не больше 5, а 5 – это настолько много, что теперь пора принимать меры. По данным портала Автоньюз, за 2025 год
В России работниками ГАИ было оштрафовано 26 миллионов 400 тысяч водителей. Им выписали 136 миллионов 900 тысяч штрафов. По 5 штрафов на водителя. Поскольку ни одна статистика в России не бывает честной, за тот же год «Коммерсант» приводит иные значения. Было выписано 232 миллиона штрафов. Активный парк в России тоже не соответствует заявленным 54 миллионам и в действительности составляет 32 миллиона автомобилей. Погрешность в 22 миллиона машин. Это означает, что в среднем каждый водитель страны за год был оштрафован 7 раз. Начальник частного профсоюза выбрал нижнее значение в 5 штрафов. Оно выгоднее и для ГАИ, и для РСА. И предложил разрешить страхователям наказывать людей просто так, подняв стоимость полиса ОСАГО. И воевать с Ираном Европа не собирается, и даже благодарна Ирану за эту войну гораздо сильнее, чем можно подумать. Для Европы важнейшей из религий является экология. Что бы в мире ни происходило, европейцы мнят себя климатическими победителями, взвалив на себя Божий промысел по обустройству планеты. Человечество не успело вмешаться в глобальное похолодание, проспав ледниковый период, и теперь считает себя в силах повлиять на глобальное потепление. Прежде погодой заведовал гидрометцентр на горе Олимп, сформированный из климатических богов с узкой специализацией. Борей курировал северный ветер, Нод отвечал за южный ветер, Зефир заведовал западным ветром, Эвр руководил восточным ветром, над ними был заведующий ветрами бог Эол. Старший научный сотрудник Зевс повелевал грозами, молниями и громом. Оппортунист Адат был всегда против и устраивал назло богам всеобщую непогоду. Современные европейцы решили, что они с климатом справятся лучше богов, и теперь изо всех сил дуют на воду, уничтожают промышленность, вводят Евро-7, сортируют мусор. Европейцы точно установили, что атмосфера на Земле не общая, воздух не один на всех, у каждой страны свой собственный, соответствующий государственным границам. Поэтому смрадная Индия, производящая основную грязь на планете, до последнего будет дышать только своим воздухом, как и сопоставимо грязный Китай и несчастный Бангладеш, Мьянма. А в Германии, Франции, Бельгии и прочих Нидерландах будут со всем основанием петь советскую песню «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». В Европе воздух будет по Евро-7, а в Индии, Китае и прочих задворках мира как получится. Чтобы Европа на бумаге выглядела эталоном чистоты, опрятности и экологичности, всем предписан электромобиль. Но его любят в основном из-под палки и один на один собственным мнением норовят выбрать бензин или дизель. Поскольку аргументов в пользу электричек немного, требуется принуждение и наказание. Чем хуже продаются электромобили, тем больнее приходится бить собственное население. К тому же экологическая религия завела европейские автомобильные компании в жестокий кризис, добавив искусственных проблем. И вот Америка с Израилем напали на Иран. Иран ответил, обстреляв всех вокруг. Как только прилетело по Кипру, греки воспряли духом, вспомнили греко-персидские войны, отправили в бой флот и 2 самолета. С мест повскакивали испанцы, итальянцы, голландцы, тоже пообещавшие выиграть эту войну. Но Иран закрыл Ормузский пролив, все остались без нефти, получили довесок ракетами и шахедами, угомонились, отвели войска, положили боевой дух в коробочку и отказали Америке в соучастии, взявшись за собственные проблемы. Самый важный вопрос этих дней – цены на бензин. Люди умеют менять климат на Земле. В прошлый раз, когда надо было уничтожить СССР, опустили цены на нефть до кризисного уровня, а сегодня охотно сделали вид, что все в руках человека, кроме цен на нефть. Они от Бога. Ни повлиять нельзя, ни прощения вымолить. Утром человечество просыпается, вместо зарядки регулирует климат на планете, а затем садится читать газеты и пугаться цен на нефть, случившихся за ночь.
Поскольку ситуация выгодная, нефть божественная, баррель не подвластен, Европа охотно задрала цену литра бензина. Не потому, что иного не дано, а потому что это самый удачный период за всю историю принуждения к электромобилям. Население Европы десятки лет третировали экологией, наказывали электромобилями, принуждали к углеродной нейтральности, но не преуспели. И вот настал решающий момент электрического шока. В историю этот период войдет как электрошокер. Задрав цены на бензин, правительства глумливо взялись перевоспитывать собственное население, давая понять, что дешеветь не будет, и самое время пересаживаться на электромобили. Пора проявить ответственность, разглядеть выгоду, убиться челом о паперть климатической религии и расхватать со складов полагающиеся электромобили. Созданная политиками реальность такова, что Европе необходимо сделать выбор в пользу электрического транспорта. Долой ДВС, да здравствует Грета Тунберг, торчащая из розетки. То, что ни у одного правительства ни разу не получилось, Иран сделал за одну неделю. Одним махом 7 убивахом. Пусть Америка продолжает воевать, Иран стрелять по соседям, а Европа, имитируя испуг и растерянность, продолжит третировать автовладельцев электрошокером. И чем дольше война, тем лучше продажи электромобилей. Чем будут заняты в Европе в разгар Третьей мировой, когда русские танки поедут по Берлину и Парижу? Европейцы продолжат сортировать мусор, чтобы пластик отдельно, стекло отдельно, текстиль отдельно, бумага отдельно. Самые брутальные кадры с пожарными приходят из Америки. Невероятной красоты огромные машины несутся, как на пожар, сметая всех на своем пути. Красные грузовики маневрируют, но если кто-то замешкался и разъехаться не получилось, идут на таран. У американских пожарных самое быстрое время прибытия. Они приезжают на место за несколько минут. Пожарные – очень уважаемая профессия в Америке. Там, где остальные дети мечтают стать космонавтами, американские мечтают стать пожарными. Когда пожарные мчатся, все расступаются. Общество очень любит пожарных, всячески поддерживает. Профессиональные требования к пожарным высокие. Работа очень сложная, но любой навык и специализация на максимуме возможного. Поэтому если водитель американской пожарной машины при исполнении снес легковушку, изначальная позиция властей, значит, так и надо. И только в случае особо сложных последствий – разбирательство, расследование, оргвыводы. Если пожарный так поступил, значит, ему виднее, он прав, на то были весомые причины. В Германии забюрократизировано и замусорено почти все, что связано с властями в этой стране, написал самый авторитетный автомобильный журнал Германии «Automotor und Sport», не уставая приводить примеры. На публикации журнала наиболее нервно отзываются иммигранты из СССР. Им досталась не та Германия, о которой мечталось. Поэтому они ее не замечают, журнал не читают и на всякий случай сильно обижаются на любого, кто зачитывает им выдержки вслух. В прошлый раз бывшие наши не поверили, что в Германии можно без оснований запросто распилить чужой Mercedes SL280 в кузове R129, отправив собственность в утиль, полностью уничтожив коллекционный автомобиль. На сегодня Штутгартский региональный суд пытается не признать ценность машины, вежливо слушает осиротевшего хозяина, доказывающего, что его Mercedes SL280 чего-то стоил. В мае 2025 года в городке Тауха в Саксонии случился пожар. По нашим меркам это село, в Европе это все же город с населением, согласно последней переписи, 615 человек и всеми полагающимися атрибутами власти. Есть даже свой мэр. На пожар помчались все подразделения. Как принято в любом городке Германии, Таухе полагаются обязательные ограничения. Например, скорость в городе не выше 30 км в час. Во всем мире любому человеку понятно, что пожарных оно не касается. При исполнении они несутся быстрее ветра и лучше бы еще прибавили. В Германии закон предусматривает профессиональную спешку и квалифицирует ее как особые права.
Согласно статье 35 немецких правил дорожного движения, пожарные и другие службы экстренной помощи могут использовать особые права, когда это срочно необходимо для выполнения служебных обязанностей, включая превышение скорости. В городе Тауха, в зоне действия знака 30, пожарная автолестница с поворотной платформой ехала со скоростью 69 км в час, что зафиксировал радар. Через месяц водитель Рей Ланге получил письмо от местных властей с требованием явиться для отдачи показаний. Радар хоть и работает в автоматическом режиме, но тут особый случай. Это все же была пожарная машина, и надо разобраться, что было опаснее – превышение или пожар. Водителя пожарной машины выслушали, признали виновным в безосновательном и безответственном превышении, оштрафовали на 369 евро, начислили 2 балла водительского удостоверения и лишили права управления на 1 месяц. Водитель Рей Ланге – волонтер. Он проработал в этой пожарной части на общественных началах бесплатно 34 года. Получив штраф, тут же уволился. Его поддержал начальник пожарной охраны. Он заявил о подрыве доверия городской администрации и подал в отставку. В ответ мэр Таухи сообщил, что в Германии нет единого общенационального регламента о том, как муниципалитеты рассматривают подобные случаи. Каждый муниципалитет имеет право решать вопрос по своему усмотрению. В заключение мэр потребовал уважения и обозначил цель, которая, по его словам, состоит в стабилизации сотрудничества в будущем. Что значит «гнать как на пожар» понимают во всем мире. Оказывается, кроме Германии. Самое выгодное в производстве – один раз наладить и выпускать изделия без изменений, желательно веками. Разливать одну и ту же Кока-Колу, делать один и тот же Camel, собирать один и тот же Ford T. С автомобилями сложнее всего. С ними постоянно случается то мода, то прогресс. А там, где мода сильна настолько, что диктует, конвейерная жизнь самая короткая. Французы позволили себе обувную фирму «Андре» под девизом «Обувь на 1 сезон». Поносил весну и выбросил, на лето купил следующую, перезимовал и выбросил, на весну взял более модную. Сезонность одежды обозначают словом «коллекция». И эти коллекции полагается менять раз в квартал. Не успел купить – ищи в аутлете, либо забудь и жди, поскольку прошлогодний шить никто не станет. Долгая жизнь автомобиля на конвейере. Мечта производителя. Печаль потребителя. Для завода машина окупается в первые 2 года и дальше приносит только прибыль. Но для покупателя она интересна, лет 10. Затем общественное мнение, экологическое принуждение, соседская жена начинают требовать перемен. Там, где автомобиль остался в производстве на десятилетия, как УАЗ-Буханка, Лада Нива, Лада Гранта, они портят воздух и настроение клиенту, но невероятно обогащают производителя. Общепринятый конвейерный срок жизни легкового автомобиля – 7 лет, с одним рестайлингом посередине. 10 лет считается старостью, отправляют на пенсию. Американский концерн General Motors настолько велик, что первым в мире заявил о начале конвейерного производства автомобиля, который будет выпускаться только 1 год. Это совсем свежая модель. Ее только что поставили в производство и уже через несколько месяцев снимут. Рисуется картина респектабельного эксклюзива. Только штучные изделия по дикой цене позволяют такие выходки без опасности разорения и с одобрения акционеров. Но даже самые дорогие фирмы не осмеливались декларировать только единственный год. Все же примеров инт-пошива и мелкосерийности обычно хватало на пару лет, как в случае с Lexus LFA, иногда года на 3, как с Alfa Romeo 33 страдали. Бывали случаи ударных пятилеток, как с Pontiac Fiero или с первым поколением Dodge Challenger. Но чтобы год? К чему приготовиться человечеству? Что за уникальная машина? И сколько она стоит? И почему только 1 год? Это Chevrolet Volt. Просто Volt. Неинтересный электромобиль самого банального назначения и примитивных возможностей. Плохо сделан, плохо выглядит, плохо едет.
Потерпите его 1 год, и уже в 27-м машину с производства снимут. Но если вместо вожделенного эксклюзива с коллекционными надеждами GM затевает плохую машину, заранее зная, что за год ее скорее возненавидят, чем полюбят, тогда зачем конвейер? Затраты, реклама, продвижение. Поиск смысла тут затруднен. Предваряя выход модели в свет, американская пресса назвала Chevrolet Volt мертвым. GM затевает продажу покойников, заранее распугав всю рыбу в аквариуме. Клиенты не смогли понять, зачем им плохая машина, которую снимут с производства через год и запчастей, на которую не найдешь даже на AliExpress. Подробное знакомство с Вольтом запутало еще больше. Это электромобиль, переделанный из предыдущей версии, которая выпускалась только 2 года. Здесь прослеживается стойкая закономерность, по-прежнему ничего не объясняющая. Измерять всем миром запас хода по единой методике человечество отказывается. Как в случае с сотовыми телефонами. Стандарты, частоты, разъемы должны быть у всех разные, чтобы не совпадали, подлежали сомнениям, но не сравнениям. В мире напридумывали 4 методики измерения запаса хода электромобилей. 2 европейские, 1 китайская, 1 американская. По американской методике у Вольта запас хода уступает беспомощной бензиновой малолитражке с маленьким бачком, составляет 422 километра. Несмотря на разъем от Теслы, заряжается от розетки машина вечность. Едет Вольт плохо. Он жесткий, как Porsche 911, но в отличие от эталона дорогу держит отвратительно. Лежачих полицейских проезжает так, будто они живые. В салоне тесно. Неудобные все 4 сиденья. Спереди короткие и тесные, сзади для людей не выше 150 сантиметров. И желательно без ног, поскольку пальцы просунуть некуда. Отдельное предупреждение. Информационно-развлекательная система на базе Google. С ней не справиться, надо записываться на обучение. Зачем же General Motors делает этот плохой автомобиль и почему только 1 год? Причины 2. Эта модель не нужна даже самой фирме Chevrolet. Но у них ненадолго освободился завод в Канзас-Сити. И чтобы он не простаивал, чтобы не ссориться с профсоюзом, дирекция решила хоть чем-то занять конвейер и рабочих. Через год завод в Канзас-Сити займется вернувшимися из китайской и мексиканской миграции более полезными моделями Chevrolet Equinox и Buick Envision. Дональд Трамп требует, чтобы все американское производилось в Америке, и General Motors пытается одним из первых присягнуть на верность и уйти от пошлин. Единственная причина для покупки автомобиля на 1 сезон – Chevrolet Volt. Это самый дешевый электромобиль. На американском рынке он дешевле Nissan Leaf и Fiat 500. Базовая цена Вольта в комплектации LT составляет $28 995. Вторая мировая показала, что во время войны танк устаревает за год. Считавшийся новинкой, вселявшей надежду, обещавшей победу уже через год – просто техника. Через 2 – отсталая конструкция. Т-34 постоянно модернизировали, меняли башню, орудия, а уже в 1943-м ему на смену создали Объект-136 – танк Т-44. О том, что любой современный танк – комиссионное старье, пригодное не для войны, а для музеев, в НАТО знали. Но верили, что никакой войны не будет. А если вдруг, то есть корейская «Черная пантера» К-2, если очень попросить, израильская «Меркава-4». Но как быть со своими Абрамсами, Леклерками, Челленджерами, Леопардами, не знали. Нападение России на Украину в 2014 году вернуло НАТО на землю, заставив всерьез взяться за тему нового танка. Быстрее всех среагировали немцы и французы, они к войне ближе всех, напугались сильнее остальных. И они знают, что ни Леопард, ни Леклерк в Третьей мировой не победят. Когда в 1956 году немцы только начинали вставать с колен и заново строить Бундесвер, к работе над своим основным танком, первым «Леопардом», они допустили французов, но из-за безалаберности и неумения уложиться в срок французов из проекта с позором прогнали. Но сейчас французов вновь позвали, предложив разделить затраты поровну. И тут же поссорились.
Потому что французы не очень умелые военные инженеры, зато большие финансовые специалисты. Ругались 5 лет и продолжают припираться до сих пор, но в 2025 году все же создали проектную компанию MGCS в Кёльне в надежде, что танк построит именно она. Зато теперь понятно, что больше не будет отдельно французского Леклерка и отдельно немецкого Леопарда, а будет общий танк 4-го поколения под неким именем КФ-51 с нейтральным позывным «Пантера», якобы не вызывающим дурных ассоциаций. На сегодня есть несколько уклончивых прототипов с неясным наполнением. Пока они все прежний «Леопард 2» в исполнении А7 с башней от Леклерка. У французов башня двухместная, без заряжающего, поэтому меньше по габаритам и массе, что позволяет вздохнуть с облегчением и показать договороспособность сторон. Сегодняшняя новость. Немцам и французам удалось согласовать двигатель и трансмиссию, а заодно управление. Мотор будет английский Rolls-Royce, коробка управления немецкий ZF. И да здравствует Грета Тунберг, новейший танк Третьей мировой войны станет параллельным гибридом, что позволит ему ответственно относиться к сохранению окружающей среды во время боевых действий. Танк по Евро-7 получит возможность идти в атаку на электромоторе, стреляя экологичными урановыми снарядами с натуральным порохом и биоразлагаемыми гильзами. Сертификаты в специальной папке предъявляются командирам танка по требованию. Двигатель Rolls-Royce имеет в мире второе название МТУ-199, выпускается с 2008 года. Имея модульную конструкцию, он бывает В6, В8. Для самого модного танка выбрали престижную конфигурацию В10. Сегодня на этих моторах воюет германо-голландская бронемашина «Боксер» образца 2009 года. Считаться новым двигатель будет до 2050 года. ZF готовит электрифицированную систему рулевого управления и переключения передач. Она объединит функции привода, рулевого управления, торможения с режимом рекуперации в единую интегрированную трансмиссию. Как все это будет работать, инженеры планируют узнать в конце десятилетия. К 2030-му они попытаются собрать ходовой макет. Современная война показала, что танку на поле боя делать нечего. Пехотинец с джавелином, дрон в небе чрезвычайно эффективны. Но модернизация нынешнего «Леопарда» до уровня А8 оснастила его израильской системой активной защиты «Трофи», умеющей обнаруживать цель с помощью 4 радиолокационных датчиков и нейтрализовывать на подлете, что позволяет еще какое-то время считать танк достаточно уместным. Впереди у немцев, французов еще много работы. Надо определиться с танковой тактикой в современной войне, чтобы «Пантера» не только умела убегать от дронов, но и немного воевать. И решить главный вопрос немецкого танкостроения – оставлять заряжающего, или, как это сделали русские и французы, наконец-то убрать, заменив автоматом, сократив экипаж до 3 человек. И сколько дисплеев устанавливать в танке? И каких? Тачскрин, джойстик? Сколько делать USB-разъемов? А сколько подстаканников? Сколько киловатт должно быть в батарейке, чтобы заряжать выпрямители для волос, эпиляторы и зубные щетки экипажа? Если французы с немцами не поссорятся, израильтяне и англичане не подведут, первые серийные образцы начнут поступать в войска в 2045 году. Новейшему танку 21 века исполнится 31 год. На нынешнюю войну он не успевает. Электромобили не станут классикой. Наравне с пылесосами, утюгами. В музеях смотреть на них будут с интересом, шутить по поводу беспроводных утюгов. Но ценить, обожать, продавать на Сотбис не станут. Электромобиль придумали в нетерпеливом желании ускорить наступление будущего. Прежде будущее всегда было завтра и слегка угадывалось где-то за горизонтом. Потом возникла идея наступить его прямо сейчас и не ждать, когда созреет, а есть зеленое, но немедленно. Чтобы отделить будущее от настоящего, ему придали футуристический вид. Нормальные автомобили остались прежними, а электромобили – уродами. Изо всех вариантов необычности дизайнеры смогли нафантазировать только некрасивое, неловкое, непривлекательное.
Зато понятно, что если выглядит страшно, значит из будущего, поскольку любое будущее человечество осмотрительно прогнозирует себе непременно страшным. Сегодня принуждение к электромобилю сбавляет темп, хотя за десятилетия гибридов и электромобилей нашлись те, кто привык, приспособился, без трубочки на ночь уже не может. Электромобили все еще выпускают, хотя энтузиазма все меньше. Зато бензиновые автомобили реабилитированы полностью. Запрещать их в 1935 году никто не собирается. И если бензиновые по-прежнему любят, то электрическими лишь пользуются. Поэтому нормальные автомобили на Сотбе есть, а электрических нет. Но ведь люди привыкли создавать культ на ровном месте. Неужели они не попытаются назначить какой-нибудь утюг или пылесос классическим, коллекционным, антикварным, не попробуют заработать на нем по второму разу? Откопать на свалке электромобиль, заново покрасить, обтянуть салон кожзамом, воткнуть свежие батарейки и провести аукцион, громко выкрикивая ставки. Судя по тому, что сейчас, при первых признаках перелома, когда мода на электромобили начинает катиться под гору, возник разговор о классике, формирование лобби уже началось. На разогреве выступает пресса, создающая списки блатных, кого впоследствии начнут провозглашать классикой. Первый в списке будущих раритетов – Tesla Roadster. Эту машину никто не помнит. Все последующие Теслы ее затмили и затоптали. По кузову это был Lotus Elise 1996 года в роли носителя агрегатов. Английский Lotus был пластмассовым, с двигателем базе и задним приводом, что позволило вдоволь наиграться с компоновкой электрической версии. Аукционные перспективы Родстера основаны не столько на ценности изделия, сколько на маленьком тираже. Всего было выпущено 2450 экземпляров, что согревает надеждой. Следующие в списке претендентов на должность классического – Римок Нивера, первый электрический гиперкар. Интересен тем, что помог человечеству перестать стесняться электромобилей. Вместо пугающего и нелепого, обещающего хорошее завтра вместо интересного сегодня, Римок Нивера сделан наотмашь, чтобы наслаждаться уже сейчас, красуясь, убиваясь, походя устанавливая рекорды. Нивера до сих пор остается одним из самых быстрых серийных автомобилей, разгоняясь до 100 км в час за невероятные 1,74 секунды. Всего выпущено 150 экземпляров, что делает Ниверу в 3 раза более редким, чем Bugatti Veyron. При цене в $2 миллиона он и сейчас прибыльный, а проданный по второму разу на аукционе прибыль принесет еще раз. Если прочие электрички сумеют стать такими же быстрыми и более распространенными, Нивера померкнет, но не сильно подешевеет. И если машину не станут уважать за вклад в историю, то будут уважать за стоимость. Америка надеется, что третий в списке блатных электромобилей – Cadillac Celestiq. Он нам неизвестен и непонятен, но американцы им на всякий случай восхищены и осторожно трепещут, надеясь сохранить восторг до следующего аукциона. Cadillac Celestiq свежий, 24 года, не сказавший веского своего слова и не завоевавший господствующих высот. Он полноприводный, во многом напечатан на 3D-принтере, но его единственное преимущество – похож на концепт-кар. Оптимистичнее всех про Cadillac сказал Дуг де Мура. Я предвижу значительное снижение стоимости и замедление продаж, пока бренд Cadillac не поднимется до уровня этого потрясающего автомобиля. Porsche Taycan в этом списке блатных наиболее уместен. У любой модели Porsche есть потенциал стать будущей классикой. Но в защиту Taycan не только бренд Porsche и статус первого полностью электрического. Главная заслуга Taycan в том, что он разрешил важнейший инженерный спор. Прежде у электричек не получалось быть полноценными автомобилями. В электричках было слишком много компромиссов, уступок, несовершенства, с которыми полагалось мириться, поскольку электрички считались гостями из будущего. Taycan показал, что он настоящий автомобиль, без скидок, но с электрическим мотором. То есть на вопрос, может ли электромобиль стать настоящим автомобилем, он ответил – может. Но электромобили все равно не станут классикой. Их лучшее будущее – музей,
где не будут наслаждаться видом, красотой, дизайном, как это происходит, например, с Bugatti тип 41, рояль купе «Наполеон». В этом году Bugatti тип 41 исполнилось 100 лет. Это классика. А электромобиль – это батарейки. На московских бензоколонках продают два вида 95-го. Одно хорошее, второе суперхорошее. Каждая сеть называет все это по-своему. У Роснефти улучшенный АИ-95 называют «Пульсар». «Газпромнефть» свое суперхорошее топливо называет G-Drive. На бензоколонках British Petroleum это топливо продается под названием «Актив». Чем топливо лучше, тем оно дороже. В провинции ситуация иная. Там на большинстве заправок только один вид 95-го, зато два 92-х. Те же самые пульсары, G-драйвы, прочие активы. Проверки бензина на соответствие качеству и октановому числу проваливаются почти всегда. Октановое число соответствует номиналу крайне редко, особенно у 95-го. Страна его в основном получает примитивным добавлением присадок. Сколько насыпал порошка в ведро, такое октановое число и получил. А суперкачественные пульсары с активами не отличаются от более дешевого топлива, и вся разница только в рекламе. Помимо этого есть отдельная проблема контрафактного топлива. Оно берется из ниоткуда, ничему не соответствует, продается не обязательно на некрасивой АЗС дяди Ахмеда, но и на фирменных заправках. Москва ежегодно отчитывается о безоговорочной победе над контрафактом, всякий раз одолевая его на 100%. И так каждый год. Эксперты определяют долю контрафактного топлива на столичных заправках от 15 до 20%. Но обмануться с бензином, соляркой можно в любой стране. В Европе это постоянная тема разбирательств, когда красивый бензин на красивой заправке некрасиво прикончил двигатель. Общество защиты прав потребителей не сидят без дела. Но ведь должен быть в мире уголок порядка и благополучия, где все под контролем, октановое число соответствует, любой бензин безопасен. Вдруг это Нью-Йорк. По данным New York City News Service, инспекторы Департамента защиты прав потребителей Нью-Йорка обнаружили, что из 729 автозаправочных станций, проверенных в период с 2023 по 2025 год, 702 не соответствовали требованиям по октановому числу и качеству бензина. Это означает, что 96% АЗС Нью-Йорка не соответствуют стандартам и продают низкое качество по завышенной цене, обманывая клиентов и нанося ущерб моторам. В числе основных нарушений подтвержден проваленный анализ октанового числа. Американцы с ним азартно мухлюют и под видом более дорогого продают более дешевое, низкооктановое. Это не единственная проблема, указанная в отчетах. На АЗС Нью-Йорка продавали некачественное дизельное топливо и тоже накручивали цены. Все это Департамент защиты прав потребителей считает хищнической практикой и пытается искоренить штрафами, судебными исками, отключением бензоколонок до устранения проблемы. В официальном заявлении представитель департамента указала, что граждане должны доверять компаниям, в которых они тратят свои с трудом заработанные доллары, добавив: «Ведение честного бизнеса – это не рекомендация, это закон». Проверяют заправки Нью-Йорка постоянно. Это круглогодичная работа. Приезжают специальные люди на специальных машинах, берут пробы, замеряют уровень, листают документы, ловят за руку, получают подтверждение из аккредитованной лаборатории в Нью-Джерси, закрывают АЗС, штрафуют. И все никак не добьются порядка. Норма прибыли покрывает издержки, нивелируя неприятности нечестного бизнеса, что вновь делает очевидной давнюю истину, что никакой контроль, никакой цифровой ошейник, никакая фискальная изощренность не в состоянии победить примитивные пороки человечества. Обманывать и наживаться будут при первой же возможности, и никакими последствиями ни запугать, ни предотвратить, ни пресечь не получится. Люди остаются людьми, в худшем смысле слова. Вопросы, ответы, реплики. Валерий Нефедьев. Китай своего добьется или нет? Мое мнение – да. И что это добавит в прогресс?
Нынешний чрезвычайно прогрессивный Китай уже всего добился. Инстаграм, ТикТок, Ютуб это подтверждают. Особенно если не знать про настоящий Китай, в котором до сих пор нет электричества, отопления, канализации, дорог. Нам показывают красивые достижения Китая, особенно в электромобилях. И во всех этих достижениях нет ни одного китайского патента. Все, чего добился Китай, это достижения других стран, воспроизведенные китайцами на импортном оборудовании, по импортным технологиям, под присмотром импортных инженеров. Прекрасный Китай будущего – это общемировое настоящее. В основе любого китайского достижения – чужая работа. Что это добавляет в прогресс? Китай – это место, где можно на практике быстро проверить любую теорию. Для прогресса это полезно. Вадим Березин. Как я понимаю из ваших комментариев, старое, по крайней мере в автостроении, не значит автоматически плохое. Чем же плоха в случае нового Гольфа старая платформа? Если Volkswagen – это АвтоВАЗ, то третье подряд поколение Гольфа на одной и той же платформе – это хорошо, как вечная Гранта на платформе Калины. Если Volkswagen, как АвтоВАЗ, планирует тонуть и дальше, для погружения эта стратегия верная. Если Volkswagen мечтает стать лидером и девятым Гольфом завоевать рынок, то нужна не позавчерашняя платформа, а послезавтрашняя. Виктор Гранько. В Норильске работали магирусы, и работали отлично, так что умеют немцы делать и грузовики. И на БАМе работали магирусы 290-й, 232 серии, и на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, и на Кольском полуострове, и по всей Сибири и Дальнему Востоку. Их в 1974-м Советский Союз купил по проекту «Дельта». 10 тысяч магирусов за 1 миллиард дойчмарок. Они запомнились стране красотой, оранжевым цветом, мощной печкой, экономией на антифризе, поскольку были воздушного охлаждения. Хорошо, что вы, как палеонтолог, апеллируете такими временными интервалами, когда в поле зрения попадают периоды по 100-200 миллионов лет. Но с 1974 года изменилась и Германия, и Мерседес, и Бундесвер, и фирма Magirus Deutz. Ее в 1975-м продали Фиату, теперь это концерн Ивеко. Но если немцы дойдут до БАМа, пару трофейных магирусов, умеющих заводиться на лютом морозе, они получат. На сегодня все. До свидания.